Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец на канале Таро Испирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Ваша судьба со дня на день. Какие события скоро ворвутся в вашу жизнь? Что идет на ваш порог? Давайте с вами узнаем. И рассмотрим с вами период от нескольких дней, у кого-то буквально прямо сейчас это может совпадать, до нескольких недель. Это как и завершение июня, может быть, последние дни, и начало июля, первые недели, я такое могу предположить. Астрологически этот период будет связан с тем, что Плутон у нас в ретрограде. Что-то мы тут ускорить не можем, мои дорогие. И Юпитер входит в знак зодиака Лев. Это больше наши достижения касается. Или каких-то важных вопросов, договоренностей. Возможно, и ходьба по инстанциям у кого-то. Я такое с документами тоже могу предположить. Ну и самое главное для вас, мои дорогие тельцы. Хирон входит 19 числа, 19 июня в ваш знак зодиака. Это только пока на время. Но эти месяцы до середины сентября вам покажут, с чем будет связана дальше ваша жизнь на последующий период, когда окончательно в 2027 году Хирон поселится в вашем знаке зодиака. И мы знаем, это символ священной раны или израненного целителя. Или, я бы больше сказала, именно в знаке зодиака Телец Хирон означает израненного, символ израненного ангела, мои дорогие. Основные два вопроса. Куда я иду и с кем? Кто идет рядом. Вот, видимо, вокруг этого будут развиваться события. И в целом мы можем сказать, что Плутон нас призывает. Та тема, которая у вас как укрепилась, уплотнилась в течение мая и начала июня, она получит развитие. И тут не пойдет что-то очень быстро. Мы с чем-то решимся или на что-то, допустим, да, или определимся, скорее всего, это будет где-то осень. И у вас получение какой-то важной бумаги. Возможно, все же тут у нас конверт с сургучной печатью, поэтому могут быть контакты, контракты, когда, даже как электронная, мы говорим, подпись, может быть, вы что-то подписываете, буквально какую-то бумагу, может быть, вы как и получили, или договор составили, хотя в нашу цифровую эпоху это может быть и СМС, и, как какая-то возможность, мне хочется так сказать, когда были, может быть, планы, а теперь они принимают более четкие очертания. Это время поиска важных смыслов в вашей жизни. Любовь, мои дорогие. Любить — это любовь, верность, искренность, взаимоотношения в целом. Это как и вопросы могут быть семьи, да, семьи или пары. Может быть, это взаимодействие с вашими родственниками, коллегами. Больше, конечно, здесь, если у кого-то совпадает, может быть, это и по работе. Я такое допускаю, что вы как через работу период может быть связан, особенно с переходом, вот когда Юпитер перейдет в знак зодиака Лев. Тут не меняется несколько ваших конфигураций, как направление по именно достижениям, по работе. Но не все так однозначно. Смотрите, змея. И когда змея, это, как что-то скрытое. Тот человек, который вам о чем-то не рассказывает. Когда, может быть, у него есть свой какой-то план, но то, что он вам транслирует, может быть, и усыпляет где-то вашу бдительность. Поэтому будьте сами где-то настороже, когда выпадает это значение. Я обычно в шутку, но говорю, включите змеиный режим. Для вас, правда, куда-то не торопиться, это лучше, нежели куда-то поспешить, а потом понимать, что «а мне туда не надо». Вот смотрите, у вас выпадает значение голубь. Это благополучие. И правда, тут все вопросы, это, кстати, Хирон в вашем знаке зодиака оказывает влияние абсолютно на все знаки зодиака. И поэтому, да, тут и те люди, с которыми вы держите контакты, и, может быть, это ближайшее окружение, но так и те люди, которые, в принципе, вот как в ореоле вашего взаимодействия находятся, у них тоже будет что-то меняться. И в зависимости от этого, как знаете, это то, что вы бы сами не могли изменить. Но вот эти перемены даже в жизни людей оказывают доброе влияние, позитивное на вашу жизнь. Но вот как взаимодействовать, в каком ключе, вот это вы будете, скорее всего, для себя решать.
Но когда голубь выпадает, это хочется сказать, что даже если у вас сейчас пока еще тысячи неопределенностей или у кого-то идет все наперекосяк, мои дорогие, все равно все завершится с вашей, ну, или для вашей более такой надежной позиции, для ваших побед, буквально победа совпала, для вашего благополучия. Смотрим, что еще для тельцов совпало. Поэтому, правда, не торопитесь, нет смысла себя куда-то подгонять. Итак, смотрим, что мы можем еще соединить для моих любимых тельцов. Не вижу, честно говоря, я совпадений. Поэтому пойдем с вами дальше. Что нам расскажут карты Таро на ближайший период? Что же там идет на ваш порог? Что же там будет происходить? Правда, не вижу. Ладно. В процессе буду пересматривать. Ух, как. Перевернулась карта, а последняя была у нас... А вот смотрите, пятерка кубков и аркан влюбленные. Тут на смену вашим разочарованиям будет какой-то вариант решения вопроса, когда вам придется делать выбор. Или конкретный человек, которому вы, возможно, либо уже не доверяете, либо вы сейчас в ссоре. Или когда вы, вот, кстати, это змея, вы кому-то можете не верить, потому что прежняя история или история взаимоотношений, контактов. Здесь это может касаться работы тоже, кстати. Конечно, больше влюбленные про личную жизнь. Но здесь какая-то история не закончилась, она будет продолжаться. И это будет означать какой-то важный выбор, который вам придется делать. Либо направо, либо налево. Вот что-то вы для себя тут будете определять. Ладно. Так что же скрывает будущее? Какие тайны? Что изменит, мои дорогие тельцы? Что же изменит ваши планы? Что вас будет радовать? Вот что вам будет помогать, что как будто за вас это добрые энергии, которые вот вам в помощь. Ну и к чему же все идет? Что будет продолжаться? Может быть, на июль, туда подальше, вторая половина, да? Что есть смысл? И по основным сферам жизни, личная жизнь, любовь, взаимоотношения. Что ждет в финансах тельцов в этот период, ближайших дней, ближайшего времени? Ну и ваши достижения. Контакты, контракты, важные встречи, документы. Вот давайте и узнаем, что же изменит ваши планы. Ух ты, мир. Вообще, знак Тельца в первую очередь связан с территорией. И неважно, из какой страны вы смотрите, может быть, и на территории, там, где вы проживаете, сейчас не очень безопасно. И я искренне надеюсь, аркан Мир будет свидетельствовать о том, что люди, может быть, даже сильные мира сего, будут больше склонны, так вот, конфигурации планетарные оказывают влияние именно и на таких высоких персон, когда есть склонность, желание само по себе договариваться, мир, чтобы установился этот мир, покой, какой-то порядок. Но лично для вас это карта старшего аркана. Что скрывает ваше будущее, какие-то тайны. Все стремится к миру. Вы сами будете хотеть завершить какой-то вопрос. И у вас это, безусловно, будет получаться. Да, аркан старший, и поэтому тут не все укладывается в рамки. Вы сказали, в ближайшее время, в ближайшие дни. Нет, тут что-то будет продолжено, об этом карта говорит. Но все постепенно идет к какому-то миролюбивому соглашению или к тому, что даже если какой-то сложный вопрос у вас сейчас стоит, значит, есть возможность его решить. Будьте внимательны, потому что по этой карте все-таки компромисс где-то предполагается. По этой карте нет ничего невозможного, мои дорогие. Но планы. Стало быть, какие-то планы вам придется корректировать. И вот смотрите, вам карта жаденная. Мы тут можем говорить где-то двояко. Может быть, вам, да, придется в течение вот этого периода, все же я больше вижу именно так, сохранять финансы. Здесь не совсем о тратах. Возможно, у вас будут к этому предпосылки добрые. И по аркану Мир это может быть чья-то помощь. Я такого не исключаю. Ну, пусть не для всех, не для каждого. Но это, знаете, когда нам период вот этот добрый дает возможность не горевать о деньгах. Вот может быть и так. Потому как, ну, что-то стабилизируется все же, как минимум. Может быть стабилизация вашего финансового положения. Но карта говорит, да, вот как этот человек присел на сундучок и придавил своим весом для надежности, для порядка.
Вот и вам где-то придется сохраняться вот в таких энергиях и сохранять буквально свои финансы. Это имеет смысл. Деньги, где-то вот этот дуплет будет говорить, помни, телец, деньги – один из способов взаимодействия с миром. То, что ты сейчас где-то кумулируешь, тебе даст в последующие дни, недели, возможно и месяцы, свободно, к примеру, перемещаться, решать миролюбиво, даже если это будет сложный компромисс, какие-то вопросы сложные. Поэтому тут финансы обретают новые смыслы для вас. Вот так. А вот смотрите, в картах Таро, кто смотрит мои расклады давно, я всегда говорю, есть две карты выбора правильного направления. Карта Солнца. Это всегда период 6-8 месяцев. И аркан Звезда выбора правильного направления. Но лет 10-20. Это как по Плутону. Вы перестраиваете свое направление. Но именно конец июня, начало июля будет связано с перестройкой каких-то глобальных планов на долгий период жизни. Вы можете оказаться в другой местности, но я не исключаю отпуск. Может быть, вот так тоже. Или где-то, ну, по вопросам службы, работы, вашей занятости. Или, ну, как вы планировали какую-то поездку. Я к чему? Вы можете оказаться в каком-то месте и начнете планировать переезд. Я такое не исключаю. Это не тот переезд, который пару дней, и оп, ты уже там. Но вы будете планировать что-то более надежное, на долгий срок, как долгоиграющее, да, и это будет требовать вашей подготовки. Поэтому тут есть планы как и короткие, вот это будет меняться, но и будут меняться ваши длительные планы на долгий период, будьте к этому готовы. А для кого-то из вас, что изменит ваши планы, сияйте как звезда. Среди вас очень много творческих людей, поэтому это своеобразный прорыв для творчества, для вашей популярности. Опять же, вот по этим двум арканам. Исполнение желаний, во-первых, есть по звезде, по аркану мир тоже. И самое главное, карты две вам говорят, нет ничего невозможного. Но какая-то новая конфигурация, новые планы. Вам придется что-то пересмотреть, потому что это целесообразно. Это на долгий период времени. И, видимо, кому-то из вас воспользоваться тем вариантом, который даже прежде вы не рассматривали. Будьте к этому готовы. Что за вас, что вас будет радовать? Ого, как все интересно. Аркан дьявола, да, мы говорим страсть. Любовная страсть, почему нет? Это может быть не обязательно ваша страсть, а может быть это... Все-таки мы с позитивной позиции рассматриваем эту карту. Мои дорогие тельцы, это страстное желание быть с вами рядом, или чтобы вы были с кем-то рядом, да? Может быть, вот такие побудительные энергии со стороны другого человека, ну, где-то принуждают, если можно так выразиться, его на более смелые поступки, на какие-то решения. С вашей позиции все же любая карта имеет разные значения со знаком плюс и со знаком минус. Это именно что нас радует. Физическая активность. Как будто по этой карте у нас хватит физических сил и душевных, моральных выдержать какой-то период. По этой карте получение денег, мои дорогие. Иногда эта карта будет говорить, если вот ваш вопрос или гонорар, да, прежде не решался, вот особенно по части денег, ведь аркан дьявол – это именно финансы в первую очередь, то вот вы получите даже то, что где-то подзастряло, или как какой-то платеж вы не могли получить. Но не замечтаться, мои дорогие. Змея, помним, да, выпадала? Два старших аркана. Хотите вы того или нет, мои дорогие тельцы, видимо, конец июня, первые недели июля вы словно зависите в некотором смысле от других людей. Вы зависеть можете также от лиц высокопоставленных, потому что аркан император. Возможно, у кого-то дома такой император, да, который действует именно по своим законам, правилам и командует, да, такой генерал на параде, который вам дает советы, делай так, не делай этак. Тогда я должна сказать, все-таки мы рассматриваем, что вам помогает. Обхитрить, обойти. Как-то сделать по-своему. Но очень грамотно, да? Потому что все на самосохранение мы говорим. Но все же в том, что говорит человек, или вы можете столкнуться с каким-то очень ресурсным человеком, когда вам
мои дорогие тельцы, будет необходим этот компромисс. По-другому не пойдет, потому что император это не буквально как люди, наделенные силой, властью, такое тоже может быть. И мы говорим, ну есть ваша зависимость от обстоятельств, от ситуаций, от конкретных людей. Это нужно здраво оценить. Здесь не нужно брать что-то на таран или с кем-то спорить. Вот это противопоказано в ближайшие дни, в ближайшие недели. Возьмите для себя до середины, как минимум, осени, наверное, вот такую где-то стратегию. Потому что ведь аркан император – это организация вашей собственной жизни. Совершенно по-другому. Новые горизонты перед вами открываются, мои дорогие. И от того, насколько вы будете гибки, будет продолжение в том или ином эквиваленте какой-то истории. Как возможно и по документам два старших аркана, как и по деньгам. Но где-то личная жизнь ведь тут тоже может проиграться. И что же будет дальше? Праздник, мои дорогие. Какие-то вопросы, третьи факторы, вы с ними столкнетесь. Здесь могут появиться, знаете, со знаком плюс какие-то третьи факторы, где ваша личность может раскрыться как-то по-особенному. И это будет, тем не менее, ну, может быть, совсем не то, что вы планировали. Это будет не совсем то, ну, как с чем вы были готовы столкнуться. Будьте к этому, правда, более восприимчивы. В каком смысле? Не отказывайтесь, рассматривайте какой-то вариант, потому что будет продолжаться? Здесь как будто добрые энергии вас пытаются вывести из какого-то лабиринта. Но этот лабиринт, во-первых, может быть связан как и с важным решением, получением какой-то новости, документа, или когда вы сами где-то это может совпадать, ну, как внутренний инсайт получите, что мне нужно на что-то решиться. И, может быть, как раз середина лета будет для вас складывать некоторый сюжет, когда сразу несколько позиций или несколько направлений могут сходиться в одной точке. Будьте к этому готовы. Тут явно есть смысл что-то продолжать. Ладно, что же там ждет? В личной жизни, в любви моих дорогих любимых тельцов еще один старший аркан для вас и где-то планетарно волшебный период. Карта успеха, правда, для кого-то популярность, своеобразный прорыв по работе, возможность построить карьеру. Для кого-то из вас, я говорила, дорога, путешествие, но вторит опять же карта, мы как будто достигаем этого плато, и мы должны выбрать туда или сюда, буквально так. Вот посмотрите, какой-то путь, может быть, это касается взаимоотношений, вы уже прошли, и, может быть, вы думаете, кто-то из вас может думать, что все закончилось. А здесь, может, я не могу сказать, что это прямо начало с бабочками в животе, да? Мы ведь не можем вернуться назад, чтобы многое изменить. Но мы можем продолжить, чтобы правильно закончить, да? Если мы что-то не начнем, значит, вам сама судьба, карта успеха, повторяюсь, дает возможность какой-то вопрос для вас. Вот может быть и спорно, все-таки аркан дьявол и аркан император. Тут вы можете столкнуться с какими-то мощными энергиями, силами, непримиримостью даже чьей-то. Поэтому вы будете выбирать, делать этот однозначный выбор. Вот вам аркан влюбленные. И правда, выбор, карта колесница, где-то говорит, не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед. Поэтому на личную жизнь не судите по тому, что было. Ваша задача отстроить что-то совершенно в новом ключе. И аркан влюбленный нам говорит, сепарация – это только иллюзия. Какой-то союз будет продолжен в том или ином эквиваленте. Для кого-то, правда, из вас будет помощь ваших близких людей, я не исключаю. Но и сохранение ваших финансов, возможность отдыха, мои дорогие. Поэтому успевайте отдохнуть, может быть, в этот период, насколько это возможно. И, в принципе, энергии таковы, мои дорогие, на последующие 7 лет, если предыдущие 7 лет за время пребывания Урана в вашем знаке, это, конечно, что-то было такое, знаете, как сродни разрушению или какого-то очень сложного периода. Теперь Уран в вашем втором доме гороскопа Астрополя, второго дома – это вопросы финансов и материальных вопросов в целом. Поэтому тут где-то и дом может совпадать в место вашего жительства. Но этот период, он идет в более спокойных энергиях. И вы уже знаете, как работают энергии Урана
И если мы поначалу бы сказали, нет, этого не может быть, пройдя Уран в первом доме, мы знаем, ох, как может быть, правда? Уран вот учит нас быть непримиримыми, а когда рассматриваем разные варианты, ну, с позиции, чтобы нам было хорошо. Правда, время поиска новых смыслов, а я бы сказала, видения их для вашего изобилия, процветания, благополучия. И хочется сказать, когда есть возможность, не вкалывать до седьмого пота. Финансы. Будьте готовы к неожиданностям. Рыцарь жезлов – это всегда неожиданности. Поэтому так или иначе, то, что касается бумаг, финансов, здесь может быть, как и конкретный человек, который где-то подвержен настроению, да, и, может быть, какие-то вопросы с ним придется разговаривать и обсуждать, и приходить вам хочется к какому-то знаменателю, тогда будьте готовы, что вот может быть даже где-то такой император, да, договориться надо, а вообще непонятно, что у человека в голове. Вот по рыцарю жезлов такое может быть, но я и не исключаю. Вот почему может быть важен компромисс, да? А вы видите в этом свой собственный интерес. Все-таки финансы смотрим. Но здесь может быть как неожиданное известие, даже, ну, как извне, в средствах массовой информации, когда вы понимаете, как в анекдоте, хочется добавить, я не знаю вы о чем, но ехать надо. Как будто наступает период совершенно новых энергий, мои дорогие. Наступает период идти вперед по финансам, открывая перед вами неожиданные возможности. Вот будьте к этому готовы. Ну и ваша карта, себя придется перестраивать, как будто вы будете отстраивать. И я бы сказала, не буквально, может быть, конец июня и первые 2 недели июля, а вы будете на себя что-то примерять. Насколько я могу адаптироваться к какой-то ситуации, насколько я могу сам перестроиться, насколько я, может быть, могу видоизменить свой бизнес, насколько... Или какие документы я могу оформить, в каком ключе, какие бумаги будут подписаны. Ну, вот вы переводите ваше желание в конкретную, реальную жизнь, в реальную плоскость. Ваши достижения, планы, контакты, контракты, документы. Ух, как замечательно, мои дорогие тельцы. Карта семьи, карта финансового благополучия, успеха, карта дома. И если... мы говорим, у кого-то будут решаться, может быть, вопросы по месту вашего жительства, больше какой-то ясности. Но, может быть, не все так быстро, но на какой-то процент все-таки ясность у вас будет наступать. Но поэтому непримиримым быть никак нельзя. Добрые энергии идут ваши, причем такие миролюбивые, многообещающие, входят в вашу жизнь, мои дорогие любимые тельцы. И, видимо, как высшие силы хотят, чтобы вы, мои дорогие, были счастливы. Перекладывайте на себя, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые, искренние комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте и подписывайтесь на мой телеграм-канал. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.